Всем добрый день. Сегодня с Александром Головко подошли к озеру Трек. Вот У увидели, нас да. сегодня какое число? 6 6 ноября. Посмотрите, какая замечательная погода. Плюс 18. Бродят, ходят. Что мы увидели, Саша? Замуровали демоны или что, или как это назвать? Нет, я тебе скажу, что вполне правильно сделали они. Почему? Потому что обычно саженцам ставят палку и на ниточки. Но это очень ненадежная конструкция, потому что и палочку может нести и так далее. Ну, каждый раз не углядишь. А здесь, судя по всему, корни уже в самой земле, вот там. Да? А вот бетон уплотнение, вот это уплотнение, оно не позволит даже сильным ветрам. Вот. Ну, конечно, мы посмотрим еще весной, когда цветение будет. Тут 17 Да, этих 17. насчитали саженцев. Если все 17 саженцев расцветут, значит все сделано правильно, по науке и так далее. То есть бетон как бы отпугивает, а с другой стороны конструкция более надежная для дерева, потому что саженцы они слабенькие. Ну, зима там, Ну, ветер подул. ветер, и- да. А палки с этим, если в саду это можно делать, потому что ты в саду как бы хозяин, то здесь не каждый день будешь следить за этим. Вот, поэтому... Вопрос, вот в непосредственной близости посадили эти саженцы от других деревьев, не помешают? Ну, деревья здесь старые, вот посмотри, например, вот это дерево уже старенькое, да, оно Старенькое. скоро упадет. Но если на смену, пока оно упадет, будет это, ну, во-первых, корни деревьев всегда укрепляют берега озера. Поэтому те деревья, которые вдоль берега, они будут укреплять. Так что здесь я вижу, что... Ты считаешь, что они подошли с умом, да? Я думаю, что здесь наука присутствует, а то, что бетон, мы, может, не видели, но конструкция надежная. Надежная конструкция. И, судя по всему, конечно, корни не вот здесь, а они уже там в земле. А это сделали, чтобы, ну, понять, почва уплотнится и трудно будет этот саженец. А он же будет расти. Ясно. Вот. А когда вырастет, я думаю, дело минут, чтобы этот бетон разрушить, да, собственно. Инструменты есть, и, скорее всего, это сделано для того, чтобы первый год-два оно росло без Ну, такая повреждений, своеобразная защита. да, защита. Это защита, потому что, я говорю, бетон убрать-то легко, собственно говоря. Наличие инструмента позволит. И 17 саженцев, это есть хорошо возле озера. Действительно. Тем более она вот за последнее время зацвела, но сейчас почистили механическим способом. Ну, почистили их. Почистили, Хотя да. мы вот проходили там Ну, уже это уже цветение. чуть-чуть. Ну, я думаю, что Вот видите, что это, мотороллер. или что обещали, это что здесь запустят здесь? Да. некие породы рыб, которые будут вот водоросли эти съедать. А есть такие породы рыб? Ну, белый амур. Белый амур. Белый амур, да. Питается водорослями. Да, то есть, в принципе, озеро как бы спасается, в том числе и вот посадка этих деревьев, это один из механизмов спасения озера, потому что действительно деревья вот эти, они уже действительно старые, посмотри. Да, и скоро они, а берег укреплять корни позволяют. Еще раз говоря, Так что ничего сегодня, ну если да. ждут какого-то негатива, нет, почему? Не все так плохо. Зрители всегда Да. ждут негатива, не знаю. Вот. Негатив у нас, если мы пройдем сейчас, по-моему, к Давайте, речке, давай, да, давай, и пройдем. заглянем туда. То есть все равно что-то можно найти не так, да? Вот там мы посмотрим состояние реки. Вот это может быть негатив. Ты хочешь спуститься к реке, да, в очередной Нет, раз? спускаться не надо, сверху видно. Сверху всё. видно. Кстати, Картинка. мусор везде был, есть и будет. Это бороться с этим, Я по-моему, на своем бесполезно, канале да? выложил, по-моему, вчера ролик. Я был на Ушигире, Ага. и там, На днях, да? ну, на той неделе. Да. И там река Черек, тоже маловодная, но там ни одной водоросли, ни одной. Там влияние человека минимально или его вообще нет. Поэтому река чистая, маловодная. Ну, здесь посмотри, вот. Все, дно темное, водоросли, и чудо не произошло. То есть вода сама по себе чистая, а водоросли цветут. И Мам. они спокойно перезимуют эту зиму. И весной, конечно, надо будет что-то делать уже.
совместными Так, усилиями. Александр сейчас упомянул свой канал, его канал. Я напоминаю, подписываемся на канал Александра Головко КБР. Под каждым роликом в описании, значит, номер банковской карточки. Ну, у тебя Оказывайте также, да. помощь. У меня то же самое. Она всегда нужна, Да, важна. давайте все-таки мы подготовимся и весной уже будем совместными усилиями, потому что само по себе вот все обращения идут к руководству. Да? Есть моменты, которые даже руководство, даже наличие денег не в состоянии, потому что климат вот пришел, он не стучит к нам, понимаешь? Вот если он постучал, можно к вам войти. Он все делает, это его территория. Это мы на его территории. На территории вот этого климата, природы. Поэтому то, что с рекой произошло, конечно, безусловно, есть вина наших поколений, нескольких поколений, что мы равнодушно взирали, как это все потихоньку происходило. Но задача сейчас стоит не в том, чтобы опять продолжать критиковать до бесконечности. Задача стоит спасать. Спасение всегда требует объединения усилий. Объединения. То есть мы, власти, то есть народ республики, мы должны объединиться и спасти реку. Для сегодняшнего дня и, конечно, для будущих поколений. Мы это обязаны сделать. Эту задачу за нас не сделает никто и никогда. Поэтому, пожалуйста, в комментариях пишите предложения. Хватит уже осуждать. Давайте все-таки, если у кого-то есть какое-то оригинальное, конкретное предложение, пожалуйста, welcome. Мы готовы принять и все это делать. Давайте все-таки начнем что-то делать. Говорить можно... до Ради бесконечности. республики родной, ради блага, ради для жизни. блага народа, для блага всех нас. Потому что вот сними, вот детки идут, видишь? А. Им предстоит жить после нас. Ну да. И желательно нам, если мы любим наших детей, а мы их любим, что-то сделать конкретно. Кроме говорильни, надо какие-то конкретные действия. То есть объединение усилий. Это наука, это деньги, это добрая воля всех жителей республики. Я думаю, воля есть. Поэтому как можно больше предлагайте. Если у какого-то человека есть какие-то возможности воздействия на это, пожалуйста, скажите, у меня есть какие-то возможности и так далее. Но если мы будем продолжать говорить, ничего не делать, ситуация только ухудшится. И мы это видим, на наших глазах происходит. Потому что вот в этом году мы весной говорили, летом говорили, а вот сейчас осенью все это случилось. Река зацвела полностью. Вот, поэтому давайте Да. работать. Мгм. Всем здоровья, успеха и ждем комментариев.